Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Окна» на YouTube и Рутуб платформах российского информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». С вами я, ее ведущий Фархат Ибрагимов. В нашей программе вместе с нашими экспертами и гостями мы традиционно обсуждаем наиболее актуальные события, прошедшие как у нас в стране, так и за ее пределами. И мы традиционно сегодня поговорим о событиях на Ближнем Востоке. Вообще, Ближний Восток – это регион, который постоянно нам подбрасывает пищу для размышлений. И говорить об этом регионе интересно с теми людьми, которые не просто там находятся, а профессионально и глубоко разбирается в этой теме. И гость нашей программы, несомненно, один из тех, кто в этой самой теме разбирается. У нас сегодня в гостях общественный деятель, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Йосифович Кедми. Трансляция из Израиля. Яков Йосифович, я вас приветствую. Добрый день. Спасибо, что нашли время с нами сегодня поговорить. Яков Йосифович, у нас, я вам скажу, повода для сегодняшней программы, немерено, что называется. Нам стоило с вами всего лишь 2 недели, собственно говоря, не общаться, как вдруг опять случилось то, что наверняка никто и не предполагал. Очень многие, скажем так, эксперты-аналитики еще, наверное, месяц назад не могли себе и предположить, что, например, та тема, которую мы сегодня с вами будем затрагивать, обсуждать, она станет настолько актуальной. Хотя, кто, если внимательно смотрит выпуски программы «Окна» на наших каналах в YouTube и Рутубе, увидит, что Яков Йосифович предупреждал, что рано или поздно случится это. Но многие в комментаторах, особенно наши, знаете, как зазнайки я их называю, думают, что они умнее экспертов, умнее всех остальных и говорят, что якобы мы вот с вами как будто бы не знаем, о чем говорим. Предположим, что так оно и есть, но вот реалии на земле, что называется, говорят об обратном. И вот, Яков Ильич, из Сирии, она всколыхнулась, она вспыхнула, и я вам скажу честно, для меня лично еще, наверное, месяца полтора назад это было бы неожиданным. Я напомню для наших зрителей, что нашу предыдущую программу с Яковом Ильичем Кедми мы говорили о перемирии Израиля и Ливана. И вроде бы как все должно было бы устаканиться, успокоиться, потому что и в ливанские власти заявляли о необходимости нормализовать отношения с Израилем. И израильские власти, в свою очередь, тоже, надо сказать, предпринимали какие-то определенные усилия, чтобы всю эту историю прекратить, потому что, надоело воевать, надоело это все, и хотят люди чего-то, какого-то мирного соглашения. Но стоило подписать это самое соглашение, так вот, на следующий день мы увидели на лентах информагентств сообщение о том, что, вооруженные оппозиционеры, боевики и все прочее, начали один за другим захватывать населенные пункты в Сирии. Главным образом, сначала все началось с Алеппо, это один из самых главных финансовых центров, если не самый главный, в Сирии, а уже дальше, в течение 12 дней пал Дамаск. И Башар Асад, президент, который возглавлял страну 24 года, уехал из Сирийской республики арабской. Яков Йосифович, в многих странах мира эксперты, востоковеды сводятся к такому мнению, что вся эта история на самом деле очень выгодна Израилю, и что Израиль заинтересован был в свержении Асада, и что Израиль сейчас активно проводит операцию на Голландских высотах, и Нетаньяху, между прочим, уже тоже даже выразил поддержку новым сирийским, дамасским властям, если можно так их назвать. Как бы вы ответили бы на такие, скажем так, комментарии, и вообще на самом деле какова позиция Израиля в целом по этому поводу, если можно? Все эти высказывания, во-первых, они базируются на ложных или извращенных фактах. И свидетельствуют о непонимании тех, кто говорят, ни ситуации, ни того, что происходит. Израиль не поддерживал режим Асада. Но Израиль с самого начала сказал, мы не вмешиваемся в то, что происходит в Сирии. Нас режим Асада устраивает. По той простой причине, что только он обеспечивает устойчивость Сирии и соблюдение Сирии всех договоренностей на сирийско-израильской границе после 1974 года. Сирийская граница была самая спокойная. Асад не давал террористам атаковать Израиль со стороны Сирии. Сирия была спокойна. Он, вопреки всем истерикам, спокойно относится к тем событиям, которые были в Газе и в Ливане. То есть не то, что мы поддерживали Асада, а вопрос всегда стоял. И этот вопрос ставила Россия, то же самое. Вы не хотите Асада. У него столько-то и столько-то грехов, не входя в эти проблемы. А у вас есть альтернатива, которая оставит Сирию устойчивым, единым государством? Ни у кого ее не было.
И Асад рассматривался как наименьшее зло. Асад был лучше, чем ИГИЛ. Сирия при Асаде была лучше, чем Ливия сегодня, и чем Сирия сегодня. Называть это, что Израиль поддерживал Асада, это просто не понимать ничего и не видеть. Регулярно, каждую неделю мы обстреливали, уничтожали на территории Сирии базы оружия, которые пытался Иран через Сирию перебрасывать в Хизбаллу. Это единственный маршрут, как поступать, как вооружать Хизбаллу. Но мы не трогали сирийскую армию. Это продолжалось постоянно. О том, что Израиль действует вместе с Турцией в Сирии, это вообще бред. Никаких фактов для этого нет. То есть это откровенная ложь. Поэтому, что да, если бы Хизбалла, стражи революции, не начали бы атаку на Израиль со стороны Ливана, используя ливанскую территорию, и постоянно от 40 до 100 ракет обстреливали бы российскую территорию, начиная с 7 октября прошлого года, если бы они вняли нашим просьбам, сказали: прекратите огонь, мы бы не ударили по Хизбалле. Мы бы не обескровили ее. Мы бы не уничтожили ее руководство. Мы бы не уничтожали иранских инструкторов и генералов, которые руководили операциями Хизбаллы. Ни в Дамаске, ни в Ливане. И какое же это содействие? Сами напросились. Сами напросились. Не было никакой необходимости. А теперь ситуация какая? Хизбалла разгромлена. Не просто разгромлена. Основной маршрут связи между Ираном и Ливаном, он в руках сил, которые ненавидят Иран. Что сказало новое руководство? Джихадистов. Наш самый главный враг — это шииты и Иран. Что они разгромили в Дамаске? Иранское посольство. То есть Иран потерял всю возможность как-то поддерживать Хизбаллу. Так к чему они привели своей неразумной политикой? Конечно, это нас устраивает, что Хизбалла сходит с военной и политической арены. Она уже не представляет никакой фактор. Это поняли в Иране тоже. Нас это устраивает. Но не мы к этому привели, не надо было начинать с нами. Мы никого не трогали. Мы ливанскую границу не трогали. До 7 октября все было тихо. Хотя там сидело огромное количество террористов, и они готовили операцию такую же, как Хамас. То же самое с теми прорывами, захватом израильских поселений и со всем этим. Но не надо было перегибать палку, надо было понимать ситуацию. Но, вероятно, их разумение и понимание было на уровне вот этих блогеров, которые так и ничего и не поняли. А сегодня ситуация другая. Хамаса нет. Руководство Хамаса ликвидировано. Политическое и другое. Ослабленная организация, представители их сидят, пытаются выговорить что-то. А поддержка вот этой сети Хизбалла, Иран и Хамас, она уже не существует. И в ближайшее время будет заключено соглашение, так же, как было заключено, как заключено и уже начало работать соглашение по северу Ливана, по Ливану. На этой неделе первые ливанские воинские части начинают входить на территорию, и мы начинаем ее освобождать. Хизбаллы нет на израильской границе. Она уничтожена. Ну, то есть Все ее Иран бункеры разгромлен. уничтожены, все базы уничтожены.
Хизбалла есть внутри Ливана. Пока как политическая организация и пока еще остатки их вооруженных сил. Но они лишены поддержки Ирана. Больше у них не будет ни одного патрона, ни одной винтовки, ни одного доллара. Откуда они будут? Кто их будет субсидировать? У Ирана денег нет. Но Он идет получается, что Иран договариваться с Соединенными разгромлен. Штатами. Значит, Иран разгромлен, получается. Значит, Иран получается, проиграл, что потому Иран что он разгромлен. потерял свою опору на Ближнем Востоке. Сирия выбита из-под Ирана. Она была серьезной логической базой, логистической его. Мгм. Хамас борется сейчас и договаривается с Фатахом. Хорошо, мы готовы признать вашу власть, только дайте нам возможность существовать под вашей властью, сохранить наши вооруженные милиции с легким вооружением. Они уже договорились об этом с Фатахом. И Саудовская Аравия на это согласна. То есть процесс идет совершенно в противоположном смысле. Вся эта антиизраильская сеть, которая была, она рухнула. Но не мы это начали, не мы это провоцировали. Не мы не начали войну 7 октября. Мы даже войска отвели, мы не ожидали такого, что это будет. Глупость, непрофессионализм, но не важно. Мгм. После этого наше наступление в Газе задержано было, кроме всех причин. Не было оперативных планов вторжения в Газу. Надо было их писать с нуля, пока их составили. Если бы не начали этого, нет, все было бы по-другому. Но это Ближний Восток. И не раз, и не два они начинали глупости. Так было с шестидневной войной. Так было с войной судного дня. Да, они могут начать, они могут добиться каких-то тактических успехов в первые несколько дней. Они могут использовать наши тактические ошибки. А результат, как и в 1973 году, а мы остановились. Я помню, когда наши танки первые, когда мой танк стоял, я смотрел и посмотрел на карту. До Каира 100 километров. И между нами никого нет. Я видел это. Посмотрел в бинокль. Каир не видел. Но видел эту пустую равнину, которую можно было в 3 часа пройти. Там не было танков. То есть не надо, надо более трезво, более серьезно смотреть. Более реально оценивать соотношение сил. Что сейчас Израиль сделал в Сирии? Последние 3 дня. Вот я это и говорю. Мы уничтожили все остатки вооружения сирийской армии. Уничтожили всю авиацию, все ракеты, Флот. танки, весь флот потопили, чтобы ничего не досталось этим террористам, которые сегодня в Сирии. Чтобы то, что было в Ливии, не повторилось. Чтобы это оружие не было использовано в руках джихадистов. И им ничего не осталось. 80% вооружений сирийской армии уничтожено. Полностью. А если бы это досталось сейчас вот этим бармалеям, которые вошли в Сирию? Ведь ИГИЛ был вооружен оружием с Ливии. Никто не позаботился уничтожить это оружие. А мы за 3 дня уничтожили это. Все. Методично, каждый день. Склад за складом, часть за частью. При этом, Яков Иосифович, представители вооруженной оппозиции, представители вот Джулани, который вроде как должен стать следующим главой, вернее, сирийского государства, заявил о том, что он бы хотел попробовать нормализовать отношения с Израилем, считая, что это будет выгодно для сирийского народа. А вот как бы вы это прокомментировали? Может быть. То, что они говорят, Да. это мы все слышим. Будет это или не будет,
Это мы увидим. Но в мечетях Дамаска мы видим других членов этой оппозиции, которые кричат: евреи, ждите, мы идем на вас в Иерусалим. Да, между прочим, пару лозунгов таких я слышал, это правда. То есть это тоже есть. Это тоже есть, да. Да. И мы пока готовимся ко всем вариантам. Для этого мы вошли в демилитаризованную зону на сирийской границе. Не как пишут всякого рода пропагандисты и все остальные, и даже в средствах информации объявляют, что вот израильские войска находятся в 20 километрах от Дамаска. Глупость, вранье, безграмотно. От нашей границы до Дамаска 55 километров. Я это помню, я это отлично знаю. Израильские войска вошли только в демилитаризованную зону. Где голландские высоты. Демилитаризованная зона была на входе на сирийскую территорию от 1 до 3-4 километров. Когда возле нее появились банды террористов, и мы вошли в эту зону для того, чтобы не дать им войти и угрожать оттуда израильским поселениям. А пока мы усиленно переустраиваем границу Сирии, углубляя и расширяя противотанковые рвы и строя защитные укрепления, которые эти бармалеи на своих джипах, как Хамас, прорвать не смогут. И дальше мы не двинулись. Так что израильские войска, да, находятся 50 километров от Дамаска, там, где они и находились. Когда показывают, вот израильские танки на улицах Кунейтры, Кунейтра был пустой город. Сирийцы так его не заселили. Но Кунейтра начинается на израильской границе. Это танк, который показали на улицах пустых Кунейтры. Он в этой демилитаризованной зоне проехал 500 метров. До 500 метров от блокпоста. Яков Иосифович, для вас все произошедшее стало удивлением или нет? В отношении Сирии была определенная неожиданность. Я знаю, что такое Сирия, знаком с Сирией, сирийской армией. Конечно. Когда она была более сильной армией. И такое развитие событий было возможно, но оно не было обязательным. Оно не было обязательным, потому что в основе того, что произошло, хотя это не обязано было привести к такому результату, была естественная проблематика Сирии. Я вкратце только ее изложу. Многонациональное, многоконфессионное государство, разделенное также в рамках основных национальных групп на племенное и родовое общество. И Сирия всегда, с момента получения независимости, я помню эти периоды, почти каждый год, 1,5-2 года, переворот, новое правительство. Все перевороты всегда в Сирии были с участием армии, под руководством армии и при поддержке армии. Некоторые и армии были совершены, как, например, переворот, в результате которого Хафиз Асад, отец Башара, пришел к власти. И когда Хафиз Асад пришел к власти, он установил в Сирии режим очень жесткий и очень жестокий. Во-первых, у него была идеология. Он был приверженец панарабизма, начало которого было также в Египте. Правителем был Гамаль Абдель-Насер. И Сирия объединялась с Египтом и Ираком, объединялась с Ираком, Ливией. Несколько таких процессов было именно на основе
идей панарабизма и центрального или серьезного места в этой идеологии, которая должна была занимать Сирию. С другой стороны, Сирия была наиболее проевропейским государством среди всех арабских стран, ну, кроме Алжира. Французская культура, французская политическая система, особенно в армии, она полностью проникла в Сирию. И мы смеялись у себя, говорили, что сирийские офицеры выросли на французском коньяке. Это верно. Асад, он был, его идеология, которая выражалась в партии Бааth, партия арабского единства, была социалистической идеологией левого направления в арабском движении. Также ее придерживались в Ираке, включая самого Саддама Хусейна, со всеми нюансами, которые относятся и к Сирии. То есть у него была идеология. При Асаде все годы в Сирии деятельность религиозных партий была вне закона, запрещена. Религия вне политики, политика вне религии. В отличие от процессов, которые шли и проходят сегодня. Как и в Египте, так и в Сирии, как и в многих арабских странах, братья-мусульмане были объявлены вне закона, содержались в тюрьмах. Тех, кого не повесили, тех, кого не расстреляли, тех, которых не выгнали из Сирии. Это была политика и Хафеза, она продолжалась при Башаре. Жестокость его режима была даже по арабским понятиям на Ближнем Востоке довольно экстремальная. Я могу напомнить то, что зрители, может быть, не помнят или не знают. Братья-мусульмане подняли мятеж в Сирии. И центром мятежа был город Аль-Хамма, который сейчас в властях. Асад осадил, Хафез, окружил город Аль-Хамма танками, обстреливая танками, не давая никому выходить. А потом сирийская авиация, а он в свое время был командующим ВВС, она просто разбомбила город Хамма. Количество убитых до сих пор неизвестно, но от 30 до 50 тысяч. Он начисто стер с лица земли не только город, но и братьев-мусульман. Братья-мусульмане, опять напоминаю, братья-мусульмане породили Аль-Каиду. Это руководители братьев-мусульман создали первые ячейки Аль-Каиды и выработали ее идеологию. Они породили Хамас. Из Аль-Каиды вышел ИГИЛ. Ну и всякие те экстремистские джихадистские организации, которых мы знаем. Меняют название. Названия меняются. У всех один корень – братья-мусульмане. Просто я должен отметить, что братья-мусульмане – это запрещенная в России террористическая организация. Это надо мне обязательно проговорить. И Джабат-аль-Нусра запрещена. Конечно. Да, и Тахрир. Ашам запрещена. Да, и Аль-Каида запрещена. Все это запрещено. Все они выросли из братьев-мусульман. Это одна проблема. И Башар, он не должен был стать преемником отца. Слабый, интеллигентный мальчик, который учился в Лондоне, причем изучал очень мирную науку, врач, офтальмолог, глазной врач. Должен был быть старший сын, которого к этому готовили. Он то старший служил в армии, по натуре был отморозок, очень жестокий. Очень жестокий.
Интересно. То есть достойный сын своего папы, которому можно было передать власть в Сирии, и он бы ее держал в руках. Потому что с момента прихода Хафеза к власти Сирия стала устойчивым, развивающимся государством. Все перевороты закончились. Это почти аксиома. Такие сложные по структуре, по национальному, религиозному составу государства только центральная власть, сильная, авторитетная, а в нашем районе еще и жестокая, может сохранить государство. А больше ничего. Все государства искусственные, кроме Египта, созданные колонизаторами, когда резали по-живому, разрезали народы, общины, религии. И вот этот мальчик должен был управлять Сирией. Это одна проблема, это естественная проблема в Сирии. И он не смог достаточно эффективно управлять Сирией. По крайней мере, при нем, при Хафезе не было такой коррупции, которая была в Сирии. При нем сирийская армия начала деградировать. Он не был авторитетом для сирийских генералов, как его папа, который был командующим ВВС, министром обороны. И сирийская армия превратилась в что-то рыхлое, неэффективное с военной точки зрения. Хотя во время войны Судного дня, я помню, хотя воевал на Египетском фронте, но знаком с сирийской армией, она была по боевым качествам, по дисциплине, по вооружению, по организации лучше, чем египетская. Они посильнее египтян, Яков Иосифович, сирийцы? Они посильнее египтян, Яков Иосифович, вот сирийцы? Не посильнее, просто страна была меньше. В Египте, в египетской армии было 13 дивизий, а в сирийской всего 5 в 1973 году. Но танковая дивизия сирийская была лучше танковой дивизии, более боеспособной, чем египетская. Лучше оснащена. Не буду входить в подробности. Да. И египтяне воевали мужественно, но сирийцы воевали более умело. По арабским понятиям, не по нашим понятиям, но по уровню арабских армий, это была хорошая армия, лучше, еще раз я говорю, чем египетская. И сирийские летчики были лучше. На тех же самолетах, как и египетские. Но сейчас, вот когда шла знаменитая война против ИГИЛа в Сирии, и туда вошел российский контингент, и там воевала Хизбалла, и туда вошли иранские милиции, то на фронте ситуация была такова. В каждом встречном бою первыми бежали иранские милиции, проиранские. Там были не иранцы, иранцы были офицерами, но были из Афганистана, из Пакистана, весь сброд, который набрали на Ближнем Востоке. Они бежали первыми. А за ними, перегоняя их, бежали сирийские войска. Офицеры впереди, а всех обгоняли сирийские генералы. И фактически военные действия вели более успешно, чем все они. Это Хизбалла. И Хизбалла воевала против ИГИЛа, потому что ИГИЛ объявил, что шииты не имеют права жить. Так же, как и алавиты в Сирии. То есть они, воюя в Сирии, защищали себя. Потому что пала бы Сирия, ИГИЛ бы вошел в Ливан, вырезая шиит. Хизбалла воевала лучше их. Но фронт всегда держали силы специальных операций российской армии. Там, где они стояли, эти бандиты, бармалеи, как их сейчас называют, не прошли. И Вагнер, когда начал действовать в Сирии. А сирийские офицеры и генералы после того, как силы специальных операций и Вагнер закончили бой и победили, приходили, фотографировались, выставляли свои победы. После того, как ситуация более или менее
стабилизировалась, сирийская армия превратилась из боевой единицы в обычное, то, что всегда было во всех арабских армиях и сегодня, средство обогащения. В каждом округе, в каждом месте, где стояли сирийские генералы, тут же устанавливали блокпосты армии. Каждый, кто хотел проехать через этот блокпост, плати дань. Занимались рэкетом. Кроме того, каждый сельский староста, вождь племени или родовой руководитель в каждой деревне, у них свои блокпосты, плати дань. Этим и занималась сирийская армия. Полный разврат, полная коррупция. Эта коррупция была примерно, если чтобы было понятно сравнение, на уровне афганской армии. И боеспособность сирийской армии докатилась до боеспособности афганской армии. И поэтому очень много схожего от того, как афганская армия развалилась под небольшими ударами талибов очень быстро. То же самое произошло в Сирии. Те же самые моменты, те же самые элементы, те же самые причины. И в такой ситуации российская армия, в России еще в 2015 году говорили, что Россия готова помочь Сирии, но не воевать за Сирию, если сирийская армия не воюет. Конечно. В нынешней ситуации была такая же ситуация. И это только одна сторона, которая привела к этому результату. Ну, это было известно и нам, мне, по крайней мере, и не только мне, что такое Сирия сегодня. Но были другие моменты. Я сколько раз говорил, Восток дело тонкое, и когда начинается где-то что-то, очень трудно представить, к какому камнепаду это приведет. Когда Иран вместе с Хезболлой, вместе с Хамасом планировали операцию, которую Хамас начал, по своим причинам, я об этом уже говорил, 7 октября прошлого года, Хезболла, и Иран, которые не были готовы начать операцию так же, как Хамас, Хезболла ограничилась тем, что начала обстрелы Израиля при поддержке Ирана. И мы предупреждали и просили прекратить обстрелы, а Насралла, пока он жил, до последнего дня говорил, пока идут бои в Газе, мы будем обстреливать Израиль. В результате этого мы в августе начали операцию против Хезболлы. Руководство Хезболлы было ликвидировано, командование было ликвидировано, весь ракетный потенциал Хезболлы, который была основой и стратегии Ирана против Израиля, 150 тысяч ракет, сократился до 10% этих ракет. Хезболла была обескровлена. И именно из-за слабости Хезболлы и после того, как мы нанесли очень серьезный удар по Ирану, несмотря на всех блогеров, которые смеялись, говорили, Израиль ничего не сделал. Система ПВО и противоракетной обороны Ирана была повреждена, и Ирану было совершенно ясно. Еще одна атака Израиля, и этого не будет. Под угрозой стояли военные ядерные объекты. Часть мы поразили, те, которые занимались критическими элементами для ядерного оружия, проектированием именно взрывателя. А это самое сложное, что есть. Несколько предприятий по производству ракет были повреждены. И Иран опасался и почувствовал слабость
продолжении военного конфликта. И он заставил Хизбаллу пойти на соглашение, вопреки своим обещаниям и вопреки своей тактике, независимо от положения в Газе, пойти на соглашение о прекращении огня и отвода своих войск за реку Литани. Но удары, которые мы нанесли Хизбалле, настолько ее ослабили, что у Хизбаллы уже не оставалось сил помочь Асаду в военных действиях в Сирии. И когда они начались, Хизбалла, ослабленная до предела, борющаяся за свое будущее, не могла послать достаточно войск в Сирию, чтобы защитить Асада. Особенно при условиях, когда сирийская армия, разложившаяся, не воевала. Иран тоже пришел к выводу, что он не может, не в состоянии, ослабленный израильскими атаками и угрозами, послать в Сирию дополнительную помощь в виде проиранских милиций. И как-то не заметили, всех представителей стражей революции в Ливане и в Сирии мы ликвидировали. Генералов Израиля, иранской армии. То есть это тоже был серьезный удар. И мы продолжали уничтожать базы проиранской милиции и базы для поставок оружия Хизбалле на территории Сирии. Методично и очень эффективно. В этих условиях Иран понял, что у него тоже нет сил. И Сирия оказалась одна сама против. Это была ситуация, ослабившая Сирию. Все три элемента. Естественная слабость Сирии, неподходящий слабый руководитель Сирии. Ведь мятеж в Сирии начался когда? В 2011 году. После того, как под давлением Запада Башар сделал то, что его отец никогда бы не сделал. Он выпустил из тюрьмы арестованных членов братьев-мусульман. Они составили боевую основу мятежа против него тогда. Это было то же самое, как в Египте. Под давлением американцев и Запада Мубарак выпустил из тюрем братьев-мусульман. Через полгода они сбросили, снесли. посадили его в тюрьму. И к власти кто пришел? Мурси. Мухаммед Мурси. Руководитель братьев-мусульман. И только в данном случае египетская армия помогла Аль-Сиси сбросить Мурси и заключить его в тюрьму. То есть то, на что оказалась способна армия Египта, армия Сирии уже была не способна. И Египет спасся от террористов. А в Сирии это сработало. Турция. Слабость власти. Слабый руководитель. Объективные вещи. И что последнее, что привело, это то, что мы разгромили Хизбаллу, на которой базировалось последнее, что удерживало власть, и поддержка Ирана, который ослаб. А сегодня Иран готовится к переговорам с Соединенными Штатами. Ему уже не хватает сил ни на Сирию и ни на Ливан. Поэтому и произошло то, что произошло в Сирии. На законном основании в Сирии находились только подразделения Хизбаллы, проиранские милиции и российский вооруженный контингент. Причем российский контингент, Россия вошла в Сирию не из-за проблем Сирии и не из-за проблем Ближнего Востока. России было важно иметь серьезную военно-морскую базу в восточном побережье для того, чтобы нейтрализовать угрозу стратегическую с этого района от американского 6-го флота.
чтобы предотвратить серьезный удар стратегическим ядерным оружием Соединенных Штатов и НАТО с этого направления по югу России. И для этого нужна была база для военно-морского флота, и для этого нужна была база Хамеймим, чтобы прикрыть с воздуха эту базу. И эта база была основным домом для строящейся заново Средиземноморской эскадры. А эскадра эта должна была защитить Россию с юга. И она выполняла свою цель, свою задачу. Понятно, что Сирия, как устойчивое, дружественное России государство, было условием для этого. И поэтому Россия помогла Сирии справиться с ИГИЛом. И ИГИЛ, как и все другие джихадистские организации, угрожал России тоже. А что сейчас произошло в Дамаске и во всей Сирии? Из тюрем выпустили десятки тысяч арестованных террористов ИГИЛа, которые были в тюрьме. Они все вышли на улицу. Они вливаются в ряды своих братьев по джихаду. Это серьезная проблема. Да, ситуация острая. Но если страна не готова сама себя защищать, если ее армия не готова сама защищать, никто из них не поможет. Никогда внешние силы не могли этого решить. Это было с американцами во Вьетнаме, когда южно-вьетнамская армия оказалась неспособна. И северо-вьетнамцы победили. Это самую сильную тогда державу в мире. 500 тысяч американских солдат не спасли в Южный Вьетнам. Десятки тысяч американских солдат не спасли Афганистан, когда афганская армия разложилась. То же самое произошло в Сирии. Если в стране нету сильной воли, сильного руководства и готовности бороться за себя, страна обречена. И поэтому сегодня никто не знает, а что будет. Будет ли Сирия или не будет. Будет одна Сирия или она распадется. Если будет одна Сирия, это будет какая Сирия? Как Эмират ИГИЛа или как Эмират Кавказ, который пытались сделать на территории России Басаев. В 90-е. Да, в 90-е годы. Да. Никто не знает этого. Или Сирия будет как Ливия, или как Ирак сегодня. Это не ясно. И поэтому ситуация сложная. Но о чем это говорит? Говорит, что государственные, межгосударственные и внутригосударственные системы, навязанные и созданные 100 лет назад колониальными странами, а все границы на Ближнем Востоке колониальные, и в Африке, да и в Европе многие границы созданы колониальными европейскими странами, Францией, Германией, Великобританией. Вот. Они становятся неустойчивыми в новой ситуации. И там, где тонко, там и рвется. Сейчас это началось как процесс на Ближнем Востоке. Частично это произошло в Европе после падения и распада Советского Союза. То есть мир сегодня стоит на пороге возможных, серьезнейших государственных изменений, межгосударственных границ, распада государств, создания новых государств. Так же, как это было 100 лет назад, накануне и в результате Первой мировой войны. И Первая мировая война продолжалась до 1945 года. А потом был перерыв. Кстати, да. А потом был перерыв до 91-го, когда тоже трагедия, которая
произошла с Советским Союзом и на советском пространстве, это был результат внутренней деградации власти в России. Она себя угробила. Так же, как царская власть угробила царскую Россию в 17 году. Это же властные элиты сбросили царя и довели Россию почти до полного распада, от которого ее спасли большевики, взяв власть. Так что то, что сегодня происходит в Сирии, я не знаю, какой будет результат. Но количество крови, которое будет пролито, трудно представить. Бескровно такие вещи не делаются. Особенно на Ближнем Востоке, где человеческая жизнь ничего не стоит. Яков Иосифович, я скажу вам честно, вот в этой теме мы точку не поставим, потому что я вам откровенно скажу, несмотря на то, что я и до этого вам сегодня сказал, и еще раз хочу об этом отметить, что вы отвечаете очень досконально и очень подробно на все эти моменты и на наши вопросы, но мы сами ограничены по времени, а вопросов у меня остается все еще немерено. Потому что все же хочется понять, что будет делать дальше Иран, как у него будут обстоять дела, что будет делать Запад, в конце концов, как себя будет вести Израиль. И, естественно, самый главный вопрос – монархии залива. Потому что вроде как Асад приезжал недавно на саммит Лиги арабских государств. Его там встречали. Все было замечательно. И вот теперь Асада больше нет как президента. Вопросов много. И я надеюсь, что у вас найдется для нас еще раз время, чтобы вы вышли к нам в эфир и проговорили об этом, обо всем. Поэтому мы ставим еще такое троеточие. И надеюсь, я думаю, к этому времени мы еще много чего интересного узнаем. Ну а кто, как не вы, нам подробно и с невероятным интересом расскажет о том, что происходит на Ближнем Востоке, да и не только там. Дорогой Яковлевич, огромное вам спасибо, что согласились сегодня к нам выйти в эфир. Спасибо, что нашли для нас время. Я напоминаю нашим слушателям и зрителям, у нас сегодня был в гостях общественный деятель, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Иосифович Кедми. Подписывайтесь, телеграм-канал «Вестник Кавказа». Смотрите нас на YouTube и Рутуб и платформах, и на ВК-видео. С вами был Фархад Ибрагимов.